Наша Вселенная полна невероятных и удивительных планет. Все они имеют свои разные особенности. От планеты, которая обменивается материей со своей родительской звездой, до планеты, на которой выпадают каменные осадки. С вами канал Факторс, и в этом выпуске я расскажу вам о самых жутких планетах из когда-либо обнаруженных. Погнали! WASP-12b. Экзопланета, которая находится в 870 световых годах от нашей системы. Планета является одной из самых горячих транзитных планет с температурой примерно 1500 градусов Цельсия и находится на расстоянии в 0,03 астрономических единиц от своей звезды. Год на планете длится всего один земной день. Из-за такого тесного сосуществования планета поглощается своей звездой, и, вероятно, через 10 миллионов лет планета полностью разрушится. Также удалось установить, что поверхность WASP-12b очень темная, а ее радиус приблизительно в 1,74 превышает радиус Юпитера. Возможно, у планеты есть спутник WASP-12b1 радиусом в 6,4 радиуса Земли или в 0,57 радиуса Юпитера, то есть всего в 3 раза меньше радиуса самой планеты. 55 Рака-И. Эта экзопланета расположена в системе солнцеподобной звезды 55 Рака-A на расстоянии 40 световых лет от Земли. 55 Рака-И была открыта 30 августа 2004 года, а год на планете длится всего 18 земных часов. При массе 8,37 земных и радиусе в 2,17 раз больше земного, в ее недрах должны создаваться условия для интенсивного формирования алмазов. Весьма вероятно, что планета находится в приливном захвате и всегда одной стороной обращена к своей материнской звезде, в то время как другая сторона всегда находится в тени. Сторона планеты, обращенная к звезде, нагрета до плюс 2400 градусов, представляя собой сплошной океан лавы. На ночной стороне температура составляет плюс 1100 градусов Цельсия. Большие перепады температуры поверхности на 55 Рака-И приписаны возможной вулканической активности, которая высвобождает большие облака пыли, покрывающие планету и блокирующие тепловые выбросы. HD 189-733AB. Экзопланета – ярко-голубой газовый гигант в созвездии Лисички, находящийся в 63 световых годах от Солнца. Ее масса на 13% выше, чем у Юпитера. Изначально существовала гипотеза, что в атмосфере планеты должно быть много воды, однако цвета планеты обусловлены наличием в ее атмосфере частичек силикатов, рассеивающих видимый свет в синей части спектра. После некоторых сомнений эти данные подтвердились. Ветра здесь состоят из частиц этого самого силиката и дуют со скоростью 8700 км в час. При наблюдении за этой планетой также удалось обнаружить, что на этой планете идут дожди из расплавленного стекла. Экзопланета находится всего в 5 миллионах километров, что в 30 раз меньше расстояния от Земли до Солнца. Из-за такой близости на светлой стороне планеты температура достигает 930 градусов, а на темной не опускается ниже 425 градусов Цельсия. TRES-2b. Черный газовый гигант, находящийся на расстоянии 750 световых лет от Земли. Эта планета оказалась чернее угля, а также любой планеты или спутника в нашей Солнечной системе. Исследования показали, что TRES-2b поглощает более 99% излучаемого на нее света, то есть больше, чем любая черная акриловая краска или сажа. Причина этого до сих пор неизвестна. И это делает TRES-2b самой темной из известных нам экзопланет. Из-за близкого нахождения к родительской звезде температура ее атмосферы более 980 градусов Цельсия. Корот-7b. Экзопланета, которая вращается вокруг звезды Корот-7 и находится в созвездии Единорога. Звезда Корот-7 немного меньше, чем Солнце, и находится на расстоянии 489 световых лет от Земли. Дальнейшие изучения показали, что на освещенной стороне планеты находится обширный лавовый океан. Атмосфера планеты состоит главным образом из испарившейся породы и выпадает на темную и освещенную сторону каменными осадками. Вполне вероятно, что планета повернута к звезде постоянно одной стороной. Условия на освещенной и неосвещенной стороне планеты очень сильно отличаются. Когда освещенная сторона представляет собой раскаленный бурлящий океан, поддающийся непрерывному теплообмену, неосвещенная покрыта огромным слоем обычного водяного льда.
Компьютерные модели показали, что Корот 7b может быть скалистым остатком газового гиганта размером с Сатурн, который был выпарен звездой до ядра. Огл TERR-56b — еще одна экзопланета класса горячего Юпитера, которая вращается вокруг желтого карлика Огл TERR-56. Она находится на расстоянии около 4892 световых лет в созвездии Стрельца. Планета была открыта 3 ноября 2002 года транзитным методом. Теоретически на планете могут идти дожди из расплавленного железа. Gliese 581c. Эта экзопланета находится всего в 20 световых годах от Земли и располагается в планетной системе звезды Gliese 581. Gliese 581c в 5 раз массивнее Земли. Несмотря на это, эти две планеты очень похожи по своим характеристикам и наиболее вероятным условиям. Если же Gliese 581c ледяная или водянистая планета-океан, то ее размеры должны составлять чуть менее 2 размеров Земли. Год на планете составляет всего 13 земных дней. Несмотря на то, что родительская звезда планеты почти в 3 раза меньше нашего Солнца, на небе Gliese 581c ее светило выглядит в 20 раз больше нашего. Согласно подсчетам, считается, что у Gliese 581 есть своя атмосфера, но из чего она состоит и каковы ее свойства, пока сказать сложно. Ожидается, что реальные средние температуры на планете достаточно высоки. При этом существует возможность того, что планета при своей массе обладает мощной атмосферой с высоким содержанием метана и углекислого газа, и температура на поверхности намного выше и достигает 100 градусов вследствие парникового эффекта, как на Венере. Gliese 581c находится в пределах так называемой зоны жизни, то есть на ней вполне могла бы существовать жидкая вода. Тем не менее, на данный момент нет прямых доказательств существования на ней водной поверхности. По своим параметрам и условиям Gliese 581c может представлять большой интерес для предстоящих исследований. Данная планета в дальнейших перспективах теоретически может быть важным объектом будущих космических межзвездных миссий. Кельт 9b. Экзопланета расположена в 620 световых годах от Земли. Ее поверхность раскалена до 4300 градусов Цельсия, так что она может поспорить своей температурой даже со звездами. Масса родительской звезды Кельт 9b больше массы Солнца в 2,6 раза, а диаметр в 2,3 раза. Температура на ней достигает 9900 градусов Цельсия. Год на планете длится примерно 1,5 дня. Диаметр планеты превышает радиус Юпитера в 2,8 раза, а радиус примерно вдвое. Из-за близкого расположения к светилу планета постепенно теряет свою атмосферу, а расчеты показали, что планета теряет до 68 масс Земли каждый миллиард лет. Какая из этих планет впечатлила вас больше всего? Расскажите в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.